Всем привет! Сегодня я готовлю сдобные булочки на молоке и на их примере хочу поразбирать некоторые ошибки. Посмотрим в этом рецепте, почему выпечка может получиться бледной, почему нет блистерс на поверхности хлеба или на поверхности нашей сдобы и почему хлеб может крошиться даже при условии хорошо развитой клейковины в тесте. Все ингредиенты, как всегда, на экране и также будут в описании, и давайте готовить. В дежу миксера я вливаю 180 грамм молока, молоко я именно здесь измеряю в граммах. Молоко у меня комнатной температуры. Добавляю сюда яйцо комнатной температуры, также добавляю сахар, здесь по рецепту идет 50 грамм. И сюда же добавляю свою закваску. Здесь идет 100 грамм пшеничной закваски стопроцентной на пике. Комнатная температура у меня сегодня в районе 23 градусов и все ингредиенты примерно в районе 23 градусов также. Все эти ингредиенты я просто перемешиваю лопаткой до легкого объединения. Получается вот такая масса. Сюда же добавляю муку 370 грамм белой муки, здесь у меня идет, и белок я использую 11,7, но эти булочки я также делала с белком чуть повыше, и в принципе тоже все получалось. Если вы хотите, чтобы тесто было более плотненькое, то можно использовать 12,5-12,7. Миксер я свой поставила на самую низкую скорость и просто объединяю ингредиенты. Всего на этот процесс уходит 1,5-2 минуты. Ингредиенты очень быстро объединяются, и вот так выглядит на данный момент наше тесто. Сюда я также добавлю еще соль. По рецепту здесь соли идет 8 грамм, и добавлю также 20 грамм воды. В принципе, и соль, и воду можно было добавить сразу со всеми ингредиентами в начале, но, как вы знаете, немного позднее введение соли укрепляет сеть клейковины, и тесто собирается намного быстрее. Если добавить все ингредиенты сразу, то на вымешивание просто уходит дольше времени, до создания нужной текстуры. Все, я добавила соль и воду и снова включаю на самую низкую скорость миксера и начинаю вымешивать тесто до полного объединения с водой и солью. Тесто вымешивается быстро, буквально 2 минуты, и оно становится собранное, отделяется немного от стенок чашки, но по-прежнему все еще очень-очень мягкое. Давайте остановим и посмотрим. Вот такое тесто получается на данный момент, оно очень липкое, легко рвется, тянется и совершенно не имеет никакой структуры. У нас еще остался последний ингредиент, это сливочное масло, оно должно быть размягченное по массе 30 грамм. Всю масло я поделила примерно на 5 кусочков и буду вводить его постепенно в самом конце. Добавляю кусочек, вымешиваю секунд 20-30, добавляю второй, еще вымешиваю 20-30 секунд и так далее до тех пор, пока все кусочки не закончатся. Всего, как я сказала, у меня получилось около 5 кусочков. Говорю около, потому что это не принципиально важно, кусочки могут быть разного размера, и я их делила просто на глаз. Продолжаем вымешивать до полного смешивания теста с маслом. После каждого кусочка масла должно хорошо вмешаться, это происходит достаточно быстро, если кусочки у вас масла небольшие. Буквально несколько секунд, и каждый кусочек уже готов и вмешан в наше тесто. Тесто становится более эластичным, более мягким и начинает потихонечку отделяться от стенок чашки, хотя на дне оно все еще прилипает. Как только все кусочки масла введены, продолжаем вымешивать наше тесто до полной гладкости. На этом моменте скорость миксера можно поднять на 2 и продолжаем вымешивать. Тесто готово тогда, когда оно начинает наматываться на крюк, становится гладким и блестящим, тесто отделяется от стенок чашки. Я решила остановить миксер и показать вам температуру теста. Температура моего теста около 23 градусов по Цельсию. Во время вымешивания важно, чтобы температура эта не превышала 26 градусов по Цельсию для хорошего развития глютена клейковины. Продолжаем снова вымешивать тесто, и после последнего кусочка масла введенного я еще вымешивала свое тесто примерно около 8 минут. Сейчас я остановила свой миксер, и давайте проверим на глютеновое окно. Руки я смочила водой и растягиваем тесто до тонкой пленочки. Пальцы просвечиваются, они видны, и тесто хорошо растягивается и не рвется. Снова покажу вам тесто в миске. Миска полностью чистая, тесто хорошо отделилось от стенок чашки и собралось в центре. Посмотрите, какое оно блестящее и красивое. Готовлю миску, смазываю ее растительным маслом и переложу свое тесто в эту миску. Тесто в этот момент хорошо собирается, тянется и легко перекладывается. Буквально 2 пальцами можно подхватить. Тесто образует хороший гладкий комочек, блестит, ровная поверхность.
Я уже округлила свое тесто, мне нравится, когда оно уже хорошей формы. Тесто совершенно не прилипает к рукам на этом этапе. Накрываем его крышкой и отправляем его отдыхать на температуру примерно 25, 26, 27 градусов по Цельсию, примерно на 2-2,5 часа. Через 2,5 часа тесто у меня не сильно изменилось, оно немного начало подниматься, выглядит очень хорошо, гладкое, красивое и блестящее. Если посмотреть на донышко миски, то видны первые признаки хорошего брожения. Это небольшие пузыри, отверстия по стенкам чашки. Снова накрываю тесто крышкой и убираю его в холодильник примерно минут на 40 на час. За это время тесто немного охладится и с ним станет очень легко работать, но при этом все брожение не остановится. Вот так тесто у меня выглядит после холодильника. Как видите, внешне оно совершенно не поменялось. Присыпаю небольшое количество муки на стол и выкладываю тесто на стол. Тесто холодное, само оно здесь не выпрыгивает, потому что еще брожение не прошло все этапы. Поэтому я его поддеваю рукой и отделяю тесто от миски. Тесто практически не прилипает, потому что оно холодное, и его хорошо можно поднять и аккуратно выровнять так, как вам нужно. Поскольку я буду делить тесто на 10 булочек, я его вытягиваю в прямоугольник, так чтобы мне проще было поделить его шпателем. И делим наше тесто на 10 равных частей. Можно, конечно, каждую часть взвесить. Если будете взвешивать, то примерно каждый кусочек получается около 80 грамм. Эти булочки я обычно готовлю тогда, когда мы планируем делать, например, бургеры с рыбой или с мясом, потому что эти булочки буквально с легким намеком на сахар. Они не слишком сладкие, они не слишком соленые, не пресные, очень вкусные, и по вкусу они напоминают молочный батон. На данный момент я уже нарезала свое тесто на кусочки, каждый кусочек я подминаю к центру и хорошенечко его округляю. Когда вы округляете, не присыпайте больше стол мукой, потому что тогда будет тесто скользить и не будет подкатываться хорошо. Желательно использовать чистую поверхность. Получаются очень красивые, ровные, аккуратные шарики. Я их выкладываю на большой противень, на пергаментную бумагу. Пергаментная бумага у меня не прилипает, поэтому я ее никогда ничем не смазываю. Вы же ориентируйтесь по своей бумаге и по своему способу выпечки. Ну и далее продолжаем и округляем все оставшиеся кусочки теста. И здесь внимание, в норме эти булочки должны дальше растаиваться при температуре 25-28 градусов по Цельсию примерно 5, 6 и даже 7 часов до увеличения как минимум в 2 раза. Но мы сегодня экспериментируем, поэтому я их оставлю только до увеличения на примерно 50%, поскольку мы разбираем, почему поверхность у хлеба может быть бледная, у хлеба или у сдобы. Свои булочки я уже накрыла и убираю их в духовку в нагретую, поскольку дома у меня прохладно, я слегка нагрела духовку и поставлю их на расстойку туда. Для смазывания булочек сегодня я использую одно яйцо и 1 столовую ложку молока, которое я просто перемешала до однородности. Поверхность булочек смазываем яичной смесью и по желанию можно украсить либо кунжутом, либо любыми другими семенами или просто присыпать сахаром, как вам нравится. Ну и как многие из вас уже, наверное, поняли, сегодня в этом видео я хочу показать, что случается с выпечкой, если у вас происходит легкий недоброт теста. Легкий недоброт теста – это когда тесто, в принципе, поднимается, хорошо себя ведет, у вас активная, хорошая закваска. Во время выпечки тесто поднимается, и выпечка выглядит, в принципе, хорошо, пушистой, мягкой, но при этом что-то не так. Внешне она очень бледная, выглядит вот таким образом, у нее неравномерный цвет. Снизу есть характерное пятнышко в середине, где выпечка лежала на противне, но нет равномерного круга окрашивания. Выпечка мягкая, хорошо восстанавливает свою форму. В принципе, хорошо выглядит, но цвет не тот, совершенно не тот. Недостаток ферментации теста оказывает очень сильное влияние как на цвет выпечки, так и на текстуру мякиша. И если у вас постоянно получается бледная корочка на выпечке, это один из самых заметных признаков того, что у вас недостаток ферментации. В процессе ферментации дрожжи и молочно-кислые бактерии в тесте расщепляют крахмал на простые сахара, и это и дает тот самый коричневый цвет при выпечке. И если ферментация была недостаточной, то в тесте образуется недостаточное количество этих сахаров, которые необходимы для того, чтобы получить красивую корочку. И как вы видите, у этих булочек крошится немного мякиш, это также результат недостатка ферментации, несмотря на то, что мы хорошо развили глютен.
Я не стала сильно портить свои булочки и не дала им достоять буквально часа два, но чем сильнее этот недостаток ферментации, тем больше выражены все негативные эффекты на хлебе. Может получиться невкусный вкус, неразвитый мякиш, совершенно плоская и твердая текстура. Мои булочки сильно не пострадали, за исключением цвета, но учитывайте этот момент, ферментируйте полностью так, чтобы ваша выпечка была не только вкусной, но и красивой. Если этот эксперимент был для вас полезен, поддержите его лайками или своими комментариями, и, как всегда, на все вопросы я также отвечаю в комментариях.